Как вы думаете, куда меня приведет дорога через итальянские города? Венеция, Кьоджо, Верона, Тревизо, Виченцо и Падая. Правильно, правильно, молодцы. Ко мне домой. Добро пожаловать в Венето. Это «Жизнь других». Я уже много лет катаюсь по всему миру и рассказываю вам про жизнь других. И знаете, что я сейчас поняла? Что на самом деле ехать-то никуда не надо было. Ведь я уже почти 10 лет живу в регионе Венето. И значит, живу среди других. И еще смешнее то, что я очень много не знаю о жизни местных жителей. Опять же таки, потому что я все время катаюсь по всему миру. В общем, сегодня о том месте, где я живу, я буду узнавать вместе с вами. Поехали! Нет, ну, конечно, бонжорно и кафе я выучил. О чем вы говорите? Что я не могу выучить 2 слова? Забыла уточнить. Регион Венето находится в Италии. И, как можно догадаться, по названию столицы региона это знаменитая Венеция. Но кроме нее здесь есть еще много прекрасных городов, по которым мы сегодня и прогуляемся. Но пока давайте представим, что бы было, если бы я в одном из них жила. Подождите, стоп. Тут это не работает. Представим, что я в одном из них родилась и выросла. Так вот, будь я коренной венецианкой, то я могла бы жить как Тициана и Патриция. То есть, как обычная итальянская семья в обычном итальянском доме. В принципе, честно говоря, я так и живу. Ладно, давайте попробуем иначе. Если бы я здесь родилась, то могла бы быть Роберто. Тогда я бы работала в кондитерской. Ну и, конечно же, постоянно бы ела сладкое. Но я и так ем всегда сладкое. Ладно, последняя попытка. Родись я в Венето, то я могла бы быть как Алессандро. То есть я бы владела старинной виллой на берегу живописного канала. Вот, так все работает. Ну, теперь давайте выйдем из моей виллы и начнем исследование региона. А начнем мы его с того, с чего в Италии начинается абсолютно все. С еды. Завтрак у нас начинается очень рано утром, в 6-7 утра. А едят на завтрак только сладкое. Чаще всего это круассан, но может быть и любой другой десерт. Я же всегда здесь люблю завтракать втроем. Я, мой муж и Стиви. Нет, Стиви это не один из этих мужиков. Так я не завтракаю. Во-первых, Стиви более волосатый, а во-вторых, более красивый. Но сегодня на завтрак я отправлюсь без него. Он просто не захотел вставать в такую рань. А вы знали, что знаменитый десерт тирамису придумали в зоне, в регионе Венето? Представляете, я, например, не знала. Поэтому сейчас я иду в место, где делают более 40 видов этого десерта. Ну как это? Я знала один классический, а тут 40 видов. Идем. Все, сейчас посмотрим. Не меньше, чем вкусную еду, местные любят готовить. Поэтому, если ты зашел в кафе перекусить, обязательно перекинуться парой фраз с продавцом или поваром. Верона опять проиграла Ювентусу. Но зато день сегодня солнечный. А еще сегодня у меня отличное тирамису. Это очень легкий десерт из сыра, желтков и сливок. Ага, ну я это все знаю, потому что у меня дочка его делает. Это я так похвасталась просто вам сейчас, потому что я тоже не умею. И она делает его так чик и быстро, главное, что кофе тут. Само название тирамису переводится как «подними меня вверх». Его так назвали, потому что он очень легкий, а значит и съесть можно несколько тирамису за раз.
У меня для тебя 4 варианта. С лесными орехами, традиционный, фисташковый и с амаретто. Ну хорошо, я буду тогда пробовать с традиционного. Самое главное брать не только сверху, а именно снизу, чтобы все тебе попалось и пропиталось печенье. Боже мой, абсолютно нежное, шикарное. Надо, чтобы дочка научилась делать такое. Ой, ну все, выключай камеру, все. Это очень вкусный десерт и действительно очень легкий. Но все 4 я все равно не осилила. Справилась только с 2. Так что теперь надо выгулять калории. Тем более, прогуливаясь по итальянским городкам, можно легко наткнуться на разные интересные вещи. А если попадаешь на блошиный рынок, то эти интересные вещи еще и старинные. И так как это рынок в регионе Венето, то он, конечно же, находится не в какой-то промзоне, а в месте под названием Пьяццола Суль Брента. Как звучит! О, как красиво! Ой, слушай, я тут засмотрелась, потому что, конечно, для меня это вообще... О, смотри, это туалет можно сделать, женский и женский. А, да. А, нет, это мужской, нет. В общем, неважно. Итальянцы так любят антиквариат, и вот такие рынки очень популярны. Конечно, тут глаза разбегаются. Господи, какое шикарное кресло. Ой, и, в общем, они вот каждое воскресенье, они приходят на такой рынок и покупают и дешевые вещи, и очень-очень-очень дорогие, потому что эти вещи все равно дешевле, чем в салоне. Ой, какая красота! Итальянцы очень любят обставлять свой дом историей. Поэтому они скорее потратят деньги на старинный комод и его восстановление, чем на новый из магазина. Даже если так будет дороже. А что вы продаете? Вот это вот какие-то вот старинные столы, да? Это, например, столик 17 века ручной работы. Таких в мире только 2. Один у меня, а второй где-то во Франции. Серьезно? И сколько же стоит такое удовольствие? Как для такой вещи, недорого. 8500 евро. На итальянских рынках можно встретить людей, прогуливающихся с бокалом вина. Симона, только попробуй это вино. Белиссимо. Мужчин, которые просто пришли пообщаться и поесть. Франческо узнает, что ел не дома, убьет. Само собой, здесь любят поторговаться. Дорогая, за твои 20 евро я могу только дать тебе 2 купюры по 10. И все это под прекрасный аккомпанемент. Вот в таких нечеловеческих, в кавычках, условиях здесь и работают. Ну, вот за целый день у вас много покупают? Да, я каждый день что-то продаю. Итала, хорошо, а где ты берешь вот эти вещи? Ну, это же уникальные какие-то вещи. Разные люди мне приносят под продажу. Народ приносит местным продавцам самый разный антиквариат. Продавцы его реставрируют, приводят в товарный вид, ставят свою наценку и продают. И зарабатывают, я вам скажу, совсем не как продавцы на базаре. Одна вещь может стоить от 300 евро и до 50 тысяч. А если это картина, то цена может дойти и до 1 миллиона. Я же на этом за месяц зарабатываю где-то 10-15 тысяч евро. Кстати, главное на таком рынке – это терпение. Здесь надо долго ходить, пристально разглядывать и кропотливо выбирать. Итальянец на такой рынок легко может потратить весь день. Люди, которые приходят на этот рынок, всегда очень правильно, удобно и комфортно одеваются. Главное, удобная обувь. Одна я, видишь, пришла на таких каблуках. Но, как сказала моя мама, что выпендрежничество появилось раньше, чем я. Ну, я должна быть красивой, правильно это? Ой, как красиво, как красиво. А пока пойдем туда, где итальянские родители не бывают
почти никогда в школе своих детей. Знаете, я иду сейчас в школу. Хочу вам признаться, что в этой школе учится мой ребенок, и я сюда иду первый раз за 3 года. Она тут 3 года учится, потому что просто так в школу родители прийти не могут. Им нужно записываться, им нужно звонить, им нужно договариваться, когда кто может, и только тогда они могут прийти на определенное время. Но так как я, то я иду в школу снимать. Боже, сейчас ребенка увижу в школу. Идем посмотрим. Так как яблоко от яблони недалеко учится, мой ребенок ходит в школу для творческих детей. Здесь в обучении делают упор на живопись, фотографию, кино и так далее. И сейчас я нахожусь в классе, где ребята сами снимают на рире. Тут у них световые приборы. Тут, посмотрите, у них куча компьютеров, на которых они делают монтаж, цветокоррекцию. Здесь, вот иди сюда, я тебе сейчас все покажу. Вся техника, которой они могут пользоваться, световые приборы. Честно сказать, у меня это все было в университете. А тут они с 3 класса начинают заниматься и вот так вот учиться. Вот прямо бесят. Но это круто, это очень классно. Ой, ребята, я бы и сама, честно говоря, здесь училась, но не буду. Так как в остальном это обычная старшая государственная школа. Обучение, соответственно, бесплатное. Главной проблемой здесь является количество мест. Так как старшая школа в Италии уже подразумевает обучение конкретной специальности, то количество мест на ту или иную специальность ограничено. Поэтому лучше записывать ребенка как можно раньше. Кто раньше определился, того и место. Уроки у нас с 8 утра и до 2 часов дня. В принципе, мне нравится здесь учиться. Единственное, что мне кажется, что физика, философия и история кино лишнее. Ну, правда, ну зачем они мне? Ну, где мне это пригодится? Пришла к ребенку в школу. Мой ребенок, самый, знаешь, такой хорошенький, худенький, сидит за последней партой и с недовольным лицом, что мама пришла в школу. Я бы тоже была недовольна, что мама пришла в школу, честно говоря, но мне так нравится. Представляете, за все годы жизни в Италии я впервые могу напрямую поговорить с учителем своего ребенка. Да и то только благодаря съемкам. И это не потому, что я такая невнимательная мама. Просто вот так здесь построена система. Я заметила, что дети на уроках хотят выходят, хотят приходят. Воздушный поцелуй послал учителю. Это нормально такое? Но, конечно, если человеку нужно, то что же, он должен каждый раз разрешение спрашивать? Вы же ни у кого не спрашиваете, можно ли вам в туалет? И я еще заметила, что у вас тут ящик для телефонов. А если кто-то не сдаст телефона, и вы увидите, что он пишет, вы заберете или закроете глаза? Опять же, ничего требовать мы не можем. Как и забрать чужую вещь, не имеем права. Это скорее просьба каждому ученику оставлять там телефоны перед уроком. Пока никто не слышит, как мой ребенок вообще здесь учится. Если честно, то очень хорошая у вас дочка. Спокойная и учится хорошо. Могу ее только похвалить. Слава богу, разборок дома сегодня не будет. Будем пить кофе. Нормально. Все, грация, Миля. Так, ну что это я? Все о своем ребенке рассказала, 5 раз про нее вспомнила, а представить не представил. Знакомьтесь, это моя Лолита. Слушай, ну ты сильно устаешь же, да, ведь в школе? Если честно, да. Здесь довольно сложно учиться. Много уроков, много домашних заданий. Но раз уж я эту специальность выбрала, то я получаю удовольствие от учебы, как бы тяжело ни приходилось. Боже, какая умная девочка, понимаешь? Кто ж тебя воспитывал, куколка моя?
одна очень красивая женщина. Согласна. Спрос на гражданство Евросоюза растет, а количество успешно переехавших за границу все больше. Вы можете быть одним из них благодаря International Expert. Вы сможете открыть счет и бизнес за границей, приобрести недвижимость в любой из стран ЕС, пересекать границы 160 стран, включая США и Канаду. По промокоду на экране вам доступна скидка 500 евро на оформление гражданства ЕС. Оставляйте заявку на сайте и делайте первый шаг к жизни мечты. Так, ну как учатся местные, да и мои дети, я теперь и знаю. Теперь пора есть. Да-да, опять. Как я говорила, еда для итальянцев – это отдельная религия. И я не зря не рассказала вам все сразу, ведь здесь есть свой график. К 10 утра завтрак заканчивается, а в 10:30 начинается время закусок. Это, как правило, время маленьких бутербродов и бокальчика просекко или апероля. К 12 заканчивается сам перекус. Да-да, бокал легкого алкоголя здесь могут принять еще до обеда, но к этому мы еще вернемся отдельно. В промежутке между 12 и 15 часами народ обедает. Обед – это сначала закуски, потом первое блюдо, в Италии первым считается паста, затем основное блюдо – это мясо и гарнир, потом десерт, и только после десерта кофе. Я, например, под кофе еще беру рюмку ликера для пищеварения. Кстати, если за столом в ресторане обедает несколько человек и один еще не доел первое, то второе никому выносить не будут, пока этот человек не доест. И так с каждым блюдом. С 4 часов дня и до 7 вечера наступает период второго перекуса. Это чаще всего бутерброды и, конечно же, бокальчик просекко или апероля. И уже с 7 вечера открываются рестораны для ужина. Да, забыла вам сказать, что под каждый прием пищи существует отдельное заведение. Для завтрака одно, для обеда другое, для перекусов третье. И если вы хотите позавтракать в ресторане, где народ обедает, то у вас это не получится, попросту потому, что ресторан для обеда открыт исключительно в обед. Ужинают у нас с 7 и до 10 вечера. После 10 рестораны еще остаются открытыми, но кухня к 10 уже наверняка будет закрыта. Короче, распутать этот кулинарный график так же просто, как тарелку слипшихся макарон. И это я только по верхам прошлась. Ну и после еды итальянцы любят немного отдохнуть. Правильно, ну не на работу же им сразу идти. А в Венето отдых особенный. Жителям Венето очень сильно повезло, потому что на выходные они захотели – поехали в горы, захотели – поехали на море, а захотели – приехали в термальные источники оздоровиться. Местные термы – это даже не столько про отдых, сколько про оздоровление. Лично я обожаю термы. Это очень приятно и полезно. Езжу туда по выходным 2-3 раза в месяц. Практически рядом с каждым источником есть отель или санаторий, в который и приезжает народ. Кто просто на день, а кто и живет здесь неделями. Ой, слушайте, конечно, красиво, но недешево. Но для жителей этого региона отдых здесь, ну и лечение, естественно, может быть даже бесплатным. Красота! Бесплатно человек нам может приехать только если его направил врач. А помогают термы лечить варикоз, нарушение обмена веществ, болезни в суставах и даже депрессию. 1 день в термах в нашей гостинице обойдется в 40 евро. Кстати, сами эти отели часто имеют свою отдельную историю. Ведь регион Венето всегда считается богатым, где живет много зажиточных людей. Ну а как и любые зажиточные люди, местные тоже любили строить дома побольше и покрасивее.
итоге в Венето сотни разных калибров вилл и дворцов прошедших эпох. И чаще всего эти виллы превращают в бизнес. Как принято в Италии, семейный бизнес. Италия, вся Италия, это вообще про семью. Если какой-то бар или ресторан, это, скорее всего, семейный. Если фабрика, то, скорее всего, семейный. Если вилла, то, скорее всего, или живет семья, или имеет свой бизнес. Вот на виллу я сегодня и приехала. Посмотрим, что тут за семья. У нашей семьи несколько вилл, которыми мы владеем уже в 3-м поколении. И мы настолько с ними сроднились, что эти дома буквально часть семьи. Хотя хлопот с ними выше крыши, в буквальном смысле. Конкретно этой вилле около 300 лет. А это значит, что поддерживать ее в хорошем состоянии задача еще там. А учитывая то, что семья Дель Корсо сделала из нее отель, то эта задачка еще та в квадрате. Ну, ты мне скажи, то есть это же вот ваш замок, ваш бизнес. Это же, наверное, очень сложно содержать вот такую старинную виллу. Ремонт не заканчивается никогда. И делать его не так просто. Это же не в сарае стены покрасить. Здесь старинное абсолютно все, даже воздух. Но его, слава богу, ремонтировать не надо. То есть вы должны всегда это сохранять. Вы не можете менять, не знаю, цвет стен, мне сказали. Ничего не можете менять, правильно? Правильно. По закону мы не можем. Но, с другой стороны, мы не хотим. Здесь все удовольствие в том, чтобы сохранить все в таком виде, как было сотни лет назад. Чтобы что-то здесь отремонтировать, не испортив архитектуры, надо сначала придумать, как это сделать. Для этого нужен специалист очень узкой направленности. После того, как план ремонта составлен, надо обратиться в мэрию, чтобы получить разрешение на ремонт. Все это занимает от месяца до нескольких лет. Но самое страшное, что по закону не в каждом таком здании можно повесить кондиционер. Потому что это некрасиво для фасада. Эстетам глаз будет резать. А в Италии, скажу я вам, жарко. Ну, слушай, тут так прохладно, а тут нет кондиционера, да? Вы тут не можете его повесить? Есть. Кондиционеры спрятаны в стены так, чтобы их не было видно. Чтобы их сюда установить, нам понадобилась целая толпа разных спецов. И несколько лет работы. А уж сколько денег, я и вспоминать боюсь. Как сказал мне Алессандро, эту виллу часто сдают в аренду для разного рода показов мод, свадеб или вечеринок. Ну и, конечно же, об этом мне тоже захотелось спросить. Ты мне скажи, что итальянцы любят больше, есть, говорить или танцевать? Пить. Я шучу. На самом деле мы все это любим одинаково. Но без бокальчика просекко дело тоже не обходится никогда. А то и 2-3 бокальчиков. Тогда вечеринка перестает быть тихой. Конечно, местные любят вечеринки или просто посиделки с друзьями. Но бывает, что отдых становится слишком громким. А вот этого уже не любят соседи и тут же жалуются в полицию. Суды просто завалены разными мелкими жалобами друг на друга. Это может быть что угодно. От жалоб на громкую музыку до того, что не нравится стиль музыки, который сосед слушает. Чаще всего дело заканчивается мелким штрафом. До уголовных наказаний, понятное дело, это не доходит никогда. Знаете, на юге Италии, если человеку что-то не нравится, то он скорее придет к соседу лично и будет очень громко, темпераментно с ним ругаться, размахивая руками, как военный вертолет лопастями. У нас же люди более закрытые и не хотят портить себе нервы. Они лучше подадут жалобу, не выходя из дома и личного комфорта.
знаете, итальянцы очень дружелюбные, улыбчивые, приветливые. В том случае, если все живут по правилам. Если собачки не лают очень громко и не мешают им, я не знаю, наслаждаться птичками. У моей знакомой одной были вот такие вот зеленые изгороди дома. Высота этой изгороди по закону должна быть 1,80 м. У нее было чуть повыше, 1,90 м или 2 метра. И соседи подали на них жалобу, потому что, как они объяснили, им поступало намного меньше воздуха, чем должно было быть поступать, если было бы изгородь 1,80 м. И, конечно, таки моя подруга подстригла ее, чтобы не платить штраф. Ну, сами понимаете, мои собаки тоже всегда молчат, мы им закрываем рот, да, чтобы не гавкали, потому что тоже будет штраф, потому что будут все мешать, понимаете, поэтому тихо идем есть. Да тихо ты. А вот за что еще местные точно на вас пожалуются, так это за то, что вы пришли с собакой на общественный пляж. И хоть итальянцы в собаках души не чают, но рядом с чужим другом человека человек купаться не будет. Уж извините за тавтологию. Но так как, опять же, собак здесь просто обожают, то для них сделали отдельный пляж. Что я хочу вам сказать? Прожив почти 10 лет в Италии, я с уверенностью утверждаю, что лучше всех тут живется собакам. Если ты собака и живешь в Италии, то для тебя вообще все открыто. Тебя носят на руках, возят в коляске, кормят, лелеют. Все тебя любят, все тебя сиси-пуси моют, и красят, одевают. Что с тобой только не делают. Но больше того, для тебя, если ты собака, есть еще отдельный пляж. Не бойтесь во что-то вступить. Точнее, бойтесь, но не здесь. На этом пляже хозяева собак убирают за своими питомцами. Вот пописала собачка, вот моя 3 собачки пописала, ты берешь вот эту лейку и поливаешь, чтобы был чистый пляж. Ой, Господи. Причем без собак на этот пляж приходить нельзя вообще. Ну, хотя нельзя сюда и собакам без людей. На территорию пляжа мы пускаем только тех собак, хозяева которых предоставили все справки о вакцинации животного и его паспорт. До обеда вход на пляж стоит 25 евро, после обеда 19 евро. В 25 евро входит вот такой большой зонт, 2 шезлонга для 2 человек и вот такой шезлонг для собак. У меня 3 собаки, и все 3 собаки помещаются под этим шезлонгом, потому что они не любят, видите ли, на шезлонге. Вот видите, на каждом столбе вот такой карабин. Все собаки здесь на пляже должны быть на поводке. Они не могут бегать. Те, кто приходит к нам впервые, переживают за гигиену. Но переживать не стоит. Песок и вода регулярно проверяются санитарной службой. Советую вам приходить на пляж, как я, в понедельник. Видите, свободных мест много. В выходные не будет ни одного. До воды вы должны еще идти с собакой на поводке, и только в воде, уже когда вы в воде и ваша собака в воде, вы можете ее отпустить, но быть с ней. И вот от одного флажка до второго ваша собака может плавать. Дальше ей нельзя. Ну, у меня вот такие пиндюрки, честно говоря. И по секрету вам скажу, я их отпустила 1 раз. Но они плавать не умеют, чуть не утонули, поэтому мы пошли с ними обратно. После того, как собака вернулась с моря, для нее есть отдельный душ, миска для воды и собачье мороженое. Местные псы его очень любят. И когда вы накупались и наелись мороженого, перед уходом за 5 евро есть опция помыть собаку. Ты сюда собаку ставишь,
Тут вот копеечку бросаешь, моешь, сушишь, тут с шампунем ее, потом сушилка, фен тут есть. И с красивой собачкой, сухой и чистой, едешь домой. Кстати, о доме. А мы ведь еще не были ни у кого дома. Ну, ко мне мы не поедем, я все-таки не совсем местная, но в гости к настоящей итальянской семье заглянем. Я выбрала семью, которую я сама еще не знаю, так что будем знакомиться вместе. Тициано и Патриция живут со своего бизнеса. У них небольшое производство ковров. Ну и, как вы наверняка догадываетесь, бизнес семейный. Ciao. Oh, ciao, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Piacere, Gianna. Ciao. Benvenuta, benvenuta. О, грация, боже, у вас так прохладно, хорошо. Какой у вас дом красивый, слушайте. Вы давно живете здесь? Да, уже много лет, но ремонт делали недавно. То есть вы тут с кем живете? Вообще вдвоем с женой. Но сейчас у нас в гостях дети. Это мой сын и 2 дочери. Все они живут отдельно. А вообще, я знаю, что итальянские родители держат своих детей очень долго при себе. Он такой молодой и уже живет отдельно. Как это вы решились на это? Если честно, легко. Тем более мы же работаем вместе и там постоянно видимся. А вообще в семье все рады тому, что мы все рано разъехались. У вас какая-то нетипичная итальянская семья. Совершенно согласен. Но я считаю, что мы так нашли баланс. Работа у нас одна, но у каждого теперь свой дом, своя жизнь и свои расходы. Кстати, о расходах. Здесь я бы хотела сделать небольшое финансовое отступление и рассказать вам о том, во что обходится содержание обычного итальянского жилья. Первое, что надо понимать, это то, что все услуги, и электричество, и газ, и воду продают разные операторы. Это как с мобильной связью. То есть цена может немного отличаться. Но если взять в среднем, то, скажем, за свет в обычной квартире на 100-150 квадратных метров вы будете платить 50-100 евро в месяц. Зато если вы, как и я, готовите мало, то на оплате газа сможете сэкономить. Мне, например, за прошлый месяц пришла платежка лишь на 30 евро. Летом, пока выключено отопление, на оплате газа можно сэкономить. А вот зимой может быть и 300 евро. А у тех, у кого дом старый и плохо сохраняет тепло, могут заплатить и все 600. Плюс вода до 50 евро. Интернет 30 евро. И вывоз мусора 60. Отдельно про сортировку мусора я уже не раз рассказывала. А вот с крупным мусором здесь тоже своя история. В регионе Венето у каждого человека в доме стоит 5 мусорных ведер. Да, потому что нужно выбрасывать еду. Это место, я называю это черти что, когда не знаешь, куда его девать. Бутылки, бумага, пластик и вот это для сухих веток, деревьев. У каждого есть вот такой календарь. Это просто бросается календарь такой в почтовый ящик на год. И вот тут расписание приезда мусорки, так сказать. Например, в понедельник идет еда только, видите? Во вторник идет пластик, в среду идет бутылки. И вот так вот каждый день ты должен выносить мусор на улицу. Да? И если что, тебе не нравится, выносишь весь мусор, а ты идешь... Куда ты идешь, в пластик или куда? Или в карту? Нет, ты в черти что. Идемте, идемте домой, хватит мусорки. Идемте. Короче говоря, общий счет будет около 250 евро летом и 600-700 зимой. Ну а если учесть, что средняя зарплата здесь где-то 2000 евро в месяц, то жить можно. Особенно летом. Ну что ж, с платежами разобрались. Теперь давайте вернемся в нашу семью и познакомимся с остальными ее членами. Знакомься, это моя жена и 2 дочки. Мы сегодня все собрались, так как у нас годовщина. Уже 44 года, как мы женаты. Вы во сколько поженились? Мне было 24, ему 25. Ну, 24-25 для Италии это рановато или тогда это было нормально? Тогда нормально, а сейчас все наши дети уже старше, и никто из них не женат.
И ни я, ни сестра пока не собираемся. Вы-то хорошо выглядите вдвоем. Вы занимаетесь спортом, вы правильно питаетесь, вы не пьете. В чем секрет вашей красоты? Не знаю, не особо себя ограничиваем. Наверное, просто генетика такая. Едим, что хотим, пьем, что хотим, а хотим чаще всего апероль или просека. Да что же здесь такое с этим аперолем и вообще алкоголем? Вы заметили, что они вспоминают об этом чуть ли не в каждой сцене? Если нет, то я вам скажу, что так оно и есть. А в этом нет ничего удивительного. У нас очень любят выпить. Причем, если выходной, то могут с самого утра. Немного, но могут. Любимые напитки для этого – апероль шприц и просека. Если честно, я пью много. Начинаю с аперитива перед обедом, а потом до вечера выпиваю еще несколько бокалов. Сколько? Да кто же их считает? В общем, как вы понимаете, я тоже не могу себе позволить не зайти в местный бар. Ну что ж, пришло время аперитива, итальянского аперитива. Кстати, сам напиток апероль придумали в Падове, в городе региона Венето, а вот коктейль апероль шприц уже в Венеции. В Венето есть два излюбленных алкогольных напитка – апероль и просека. Вот их и смешали. Видимо, кто-то не мог определиться, что заказать. Потом добавили льда с газированной водой, и получился самый известный венецианский коктейль апероль шприц. Рикардо, вот скажи мне, то есть вот сейчас, например, там, да, сколько сейчас там времени, я уже там не знаю, сколько времени там? 2 часа, 2 часа. Вот к тебе часто приходят люди пить апероль в 2 часа? Конечно, именно в это время дня у местных и начинается выпивание апероля. Ну, а заканчивается, когда заканчивается сам апероль. Вообще никогда не заканчивается. И после этого они идут на работу после аперитива? Ну, кому на работу, тот много не пьет. Он потом вернется, после работы, за добавкой. А ты пьешь во время обеда? Ну, я... Си! Но самое забавное, что когда я спросила, а сколько в Венето алкоголиков, владелец бара даже не понял, о чем я. Вот искренне не понял сути вопроса. Я попыталась описать, но все равно никак. Не знаю. У нас, конечно, пьют много, но чтобы это как-то сломало кому-то жизнь, такого я не видел ни разу. И вы не поверите, мы разобрались, почему так происходит. Дело в том, что коктейль апероль шприц легкий, и напиться им вот прямо сильно практически невозможно. Я вот вам гарантирую. Ладно, сама я не пробовала, но мой сценарист пробовал и никак. Так и сказал. Доходишь до средней кондиции и все. Дальше никак. Попросту такое количество коктейлей в тебя не влезет. Здесь надо отметить, что если мой оператор преимущественно ест, то сценарист пьет. Да, такая специфика работы. Я это к тому, что человек закаленный и подготовленный, разбирается в предмете. Но и даже это не самое интересное. Самое интересное было, когда я в школе разговаривала со своей Лолитой. Когда вот у вас заканчивается школа, как правило, то есть вот вы что делаете? Куда вы идете? Многие бегут сразу на автобус или метро, а те, кому домой недалеко, идут по барам пить апероль шприц. В смысле шприц? В смысле шприц? То есть детям продают шприц? Да тут дети лет с 11 его начинают пить. Причем даже в баре купить можно. Местные вообще пьют с очень раннего возраста. Это мы вырежем из программы. По закону мы не имеем права продавать алкоголь людям младше 18 лет. Но, как правило, они присылают одного 18-летнего, и он покупает на всех, кто младше. А они ждут его за углом. И ты тоже пила шприц в 11 лет? Нет, я как раз из тех, кто бежал на автобус. Вот что значит жесткое воспитание. Фу, ты же с 11 лет шприц. Но главный секрет итальянцев, связанный с алкоголем, лежит на поверхности. Точнее, на поверхности тарелки. Я имею
имею в виду то, что они всегда и обязательно закусывают. Помните, я рассказывала про график приема пищи? Так вот, сейчас как раз время второго перекуса. Это закуска перед ужином. И попробовать ее я решила в небольшом городке Кьоджа. Вечером Кьоджу не узнать, конечно. Все заканчивают работу, все приходят, садятся в бары. Скоро тут не будет ни одного свободного места. И если ужин еще не начался, и вы не настолько голодны, как я сейчас, я вам могу предложить чикетти. Чаще всего чикетти – это небольшие бутерброды с самыми разными ингредиентами. Ну, может быть, и просто небольшое блюдо в тарелке или даже в стакане. Венецианского перевести чикетти – это как маленькое количество, то, что помещается у вас в руках. По сути, любая маленькая закусочка – это чикетти. В общем, я заказала себе все, что было в меню. Съесть я точно все не смогу, просто хотелось показать вам, как это выглядит. Но поверьте, итальянец это все может съесть запросто. Я вот это все пробовала, а, честно говоря, вот такое картофельное пюре с черной каракатицей никогда в жизни не пробовала. Но после этого я вам скажу, что местные итальянцы еще идут на ужин. Но когда я спросила официантку, как получается, что итальянцы столько едят и не толстеют, ответ оказался настолько неожиданным, насколько и очевидным. Просто мы очень много занимаемся любовью и сжигаем калории. Короче говоря, съесть можно все, главное, любви побольше. Тут хватит мне, моему оператору, моему режиссеру, моему второму оператору, моему третьему оператору, моей еще собаке одной на один зуб. Ну, еще могу угостить кого-то. Ну что ж, пока я пробую свое пюре, пора на сегодня и заканчивать. Тем более получается очень по-итальянски. С еды начать и едой закончить. Ведь, как я уже говорила, итальянцы просто обожают есть. Как я позже выяснила, они еще очень любят пить. И, как заметила давно, им очень нравится разговаривать. Но сколько бы еды, алкоголя или разговоров я вам не показала, главное для местных все же не это. Главное здесь семья и семейные ценности. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. А закончить сегодняшний выпуск о месте, где живу я и моя семья, я бы хотела словами и ценностями человека, который уже 44 счастливых года живет вместе с супругой и планирует жить еще столько же. В чем секрет долгой семейной жизни? Я люблю свою жену с первого дня знакомства, и мои чувства до сих пор такие же сильные. Возможно, они немного изменились, но не угасли ни на йоту. Здесь важно слышать друг друга, поддерживать друг друга и, главное, выплескивать эмоции. Проще говоря, не бояться ругаться. Вот, это то, чего не понимает мой муж. Я ему говорю, дай мне личное пространство, дай мне покричать, дай мне... Да, нет, понимаешь, он говорит, нет, будем все вместе, будем решать спокойно, все в диалоге. Ну, так же невозможно жить, ребята. Я, кстати, уже вот снимала на юге Италии, и мне тоже итальянская семья сказала, что один из успехов семейной жизни – это ругаться иногда. Смотрите в следующей серии. Я наконец-то наемся на озере Гарда. Потому что тут что? Хот-доги! Я не знаю, бургеры, картошка. Займусь фитнесом, не выходя из театра. 2 человека поднимают костюм, 3-й держит человека.
Покажу еще пару мест просто для того, чтобы мне позавидовали. Господи, что было бы с моими подружками тут. Разоблачу своего мужа. Я говорю мужу, позвони, сходи, купи. А он мне говорит, нет таких услуг. И крабы не продаются. Ох, сейчас я приду домой устрою. И буду долго выбираться из лодки. Очень долго. Финито? О, все, андиамо оказа. Но но, casa, конечно, но еще ж куча дел.